Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, κι άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Доброе афонское утро, дорогие братья и сестры. Рад всех вас приветствовать с берегов Святой Афонской горы. Продолжается мое одиночное паломническое путешествие. И вчера я достиг монастыря Святого Павла, где после вечерни, ужина нас, паломников, пригласили в храм для поклонения многочисленным святыням монастыря Святого Павла. Среди них, наверное, одна из самых главных, и вы об этом знаете наверняка, это дары волхвов, принесенные Богу-младенцу Христу. Здесь есть также и частица мощей великомученика Пантелеимона, святителей Христовых Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого и многих-многих других, а также одна из самых старинных сохранившихся икон Божией Матери, которая относится к VIII веку Византийской империи, именно к тому периоду, когда было иконоборчество. Утром в 3 часа состоялась субботняя полуночница, потом утренняя и божественная литургия, после которой мы вместе с братьями монастыря отобедали, и каждый пошел по своим послушаниям, ну а я как паломник продолжаю свой паломнический путь. Сейчас я нахожусь в одном удивительном месте, в котором стараюсь бывать, когда бываю на Афоне. Это келья старца Софрония Сахарова. А отец Софроний, после того, как старец Силуан приставился ко Господу в 1938 году, через некоторое время стал духовником монастыря Святого Павла, но жил вне пределов монастыря, а вот здесь, в этой келье, которая за спиной у меня, и именно здесь подвязался в посте, молитве и бдении. Как известно, Константинопольская церковь прославила в лике святых старца Софрония. Я вот сейчас зашел в маленькую церковь, которая вот за мной находится, дверь открыта, и, к своему удивлению, обнаружил там фотографию отца Софрония, а также тропарь, написанный на греческом языке, именно посвященный старцу Софронию Сахарову, великому подвижнику XX века, одному из великих христианских богословов. И надеюсь, что и мы, может быть, доживем до той радости, когда и Русская Православная Церковь прославит старца Софрония в лике святых угодников Божьих. Здесь рукотворная пещера небольшая, которая выбита из горной породы. И именно там находился отец Софроний, то есть жил здесь, молился и, как я уже сказал ранее, подвязался в посте и бдении. Я этому месту поклоняюсь, ну а сейчас хочу показать вам тот вид, который из кельи виден был отцу Софронию, ну а сейчас виден мне удивительный пейзаж берегов Афонской горы. Это действительно удивительное живописное место, и каждый раз именно сюда, за полуостров Ситония, который там вдалеке, заходит солнышко за горизонт. Именно здесь и жил некоторое время отец Софроний. Не знаю, насколько видно, вот попытаемся сейчас подойти к его келье. Она, конечно, сейчас отреставрирована, вид у нее примерно
такой. Вот здесь вот сундучок находится. Ну, трудно предположить, чей он, но будем надеяться, что, может быть, как раз он принадлежал отцу Сафронию. Ну, а далее можно войти в храм, который уже пристроен, конечно же, позже. Именно здесь, в этом храме, я как раз и обнаружил фотографию отца Сафрония, а также его изображение и тропарь. Не знаю, хватит ли света и видно, но вот можно на это тоже посмотреть, чтобы все мы и это тоже увидели. Вот такой небольшой совершенно храм, но тем не менее здесь можно совершать Божественную Евхаристию. Дорогие братья и сестры, я потихонечку буду уходить отсюда, так как мне пора идти на паром. Паром, надеюсь, скоро подойдет, тот паром, на котором мне надлежит продолжить свой паломнический путь. Надеюсь, сейчас я направлюсь в сторону Иверского монастыря, но для этого надо сначала добраться до порта Дафния, оттуда до административного центра Афона Корея, ну и уже потом искать или попутку, или пешочком идти в Иверский монастырь. Дай Бог, чтобы Господь благословил, а всех вас рад еще раз поприветствовать и надеюсь, скоро мы с вами увидимся и услышимся. Спаси вас всех Господь. С Богом! Называемым Уранополис. В переводе с греческого «Небесный град». Короткая ночь, прошедшая в нескончаемых беседах, ранним утром получение необходимых документов, разрешающих пребывание в монастырях Святой Афонской горы, и паром, взявший курс к Святой Афонской горе. Гора Афона, гора святая, не знаю я твоих рассуд и твоего земного рая. И под тобою шумящих вод я не видала твоей вершины, как шпиль твой впился в облака. Какие на тебе картины, какого твой вид издалека. Неспешное шествие парома вдоль южной стороны полуострова с красивыми панорамами афонских монастырей через 2 часа привело нас к центральному порту Афона Дафни. Отсюда многочисленные паломники в большинстве своем расходятся и разъезжаются в разные стороны Афона. Для паломника это место, пожалуй, последнее,
где еще царит людская суета. Далее все будет совсем иначе. Воспользовавшись автобусом, мы добрались до так называемой Кореи. Здесь находится административный центр Святой Афонской горы, называемый Протат. Вот что о нем говорит схиеромонах Сергий Веснин в своей книге «Письма святогорца». Чтобы удовлетворительнее дать понятие о Протате и его членах, я предварительно вам скажу, что там, то есть в Протате, заседают 20 старцев по числу 20 афонских монастырей. Между тем, в Синоде есть 4 назира, которые переменяются с каждым годом в председательстве. Эти назиры всегда избираются из монастырей Лаврского, Водопецкого, Иверского и Хиландарского, и никто не занимает этой должности из прочих 16 монастырей. Напротив Протата находится Успенский собор, который является самым ранним из всех сохранившихся на Святой горе Афон храмов и расположен в центре Кореи, столицы этого единственного в своем роде монашеского государства. Второе название собора «Церковь Протата» связано со званием Прота, который впервые упоминается в источниках в 908 году, а уже в первом уставе Святой горы, утвержденном императором Иоанном Цимисхием в 972 году, Прот признан главой всего Афона. Недалеко от столицы Афона находится Андреевский скит, к которому мы направились ради поклонения честной главы апостола Андрея Первозванного. Павочка, мы подъехали оттуда и видели Афон с той стороны, а потом мы пересекли полуостров и теперь видим его с другой стороны, правильно? Да, совершенно верно. Удивительно, она все время в облаках, вершина. Практически да. Скит возник из уединенной кельи во имя преподобного Антония Великого, устроенной в XVII веке на землях Водопецкого монастыря. В 30-е годы XIX века русские иноки Виссарион и Варсонофий выкупили у Водопецкого монастыря эту землю. Торжественное открытие обновленного скита состоялось 22 октября 1849 года. С этого времени в истории Свято-Андреевского скита начинается лучшее время. Он отстраивается и расширяется. Сюда прибывают все новые и новые русские монахи. За внушительные размеры и красоту греки до сих пор называют скит дворцом. Главный храм в честь апостола Андрея до последнего времени был самым большим храмовым зданием на Балканах. Его длина 60 метров, ширина 29 метров, общая площадь 2100 квадратных метров. Храм построен из гранита и имеет 150 окон. В храме резной по дереву позолоченный иконостас. Около иконостаса находится рака с мощами 70 святых, среди которых глава апостола Андрея. Колокольня монастыря высотой 37 метров. На ней находилось 25 колоколов. Самый большой из них весил 5 тонн. До революции в скиту насчитывалось до 800 монахов. Находилась типография, аптека и кузница, которые обслуживали не только монахов обители, но и всю Святую Гору. Все изменилось после 1917 года. Приток русских монахов прекратился, поддерживать скит материально оказалось некому, здания постепенно разрушались. В 1972 году умер последний монах русской общины, отец Самсон.
и на 20 лет скит опустел. В начале 90-х годов прошлого века сюда начали приходить греческие иноки, а в 2001 году небольшую общину возглавил новый греческий игумен отец Ефрем. После посещения Андреевского скита, всматриваясь в силуэт святой Афонской горы, мы направились в Отопецкий монастырь. По древнейшему правилу афонских обителей, перед тем, как устроить паломника на ночлег, ему предлагают кофе, стакан ледяной воды и лукум. Кусив угощение и разместившись в паломнической гостинице, мы направились на вечернее богослужение, которое запомнилось удивительными византийскими монашескими распевами. После вечерней трапезы, по традиции монастырей Святой Горы, поклонение святыням. В Отопецкой обители среди множества святынь, несомненно, первые среди равных – это пояс Пресвятой Богородицы. Там находится и 7 чудотворных икон Богоматери, мощи святых угодников Божиих, Иоанна Златоустого, Григория Богослова, частицы честного и животворящего креста Господня и множество других, дорогих сердцу каждого православного христианина святынь. Ночь пролетела мгновенно, и ранним утром мы снова оказались на монастырском богослужении, в центральном храме обители. По окончании божественной литургии все молящиеся были приглашены на братскую трапезу, которую возглавлял наместник монастыря, игумен Ефрем. После Ватопеда мы оказались на северо-востоке Афона, в великолепно устроенном на прибрежном холме Ильинском скиту, основанном в 1757 году известным подвижником преподобным Паисием Величковским, знаменитым переводчиком святоотеческих писаний с греческого языка на русский. В ранней молодости инок Платон принял постриг и был наречен Паисием. Когда спустя несколько лет собралось вокруг смиренного Паисия целое братство, он и спросил у греческого монастыря Пантократора необитаемую и ветхую келью, посвященную во имя пророка Божия Илии. Вскоре на месте этой кельи Паисий основал скит и провел там первые 5 лет, заложив прочный фундамент для его дальнейшего процветания. Своего расцвета скит достиг при старце Паисии, и к 1850 году этот трудолюбивый настоятель отстроил скит, воздвиг еще один корпус, в котором устроил 2 церкви. Благодетели из России помогли скиту устроить величественный собор. В 1881 году завершилось строительство соборного храма скита, посвященного пророку Божию Илии. Список с известной иконой Тихвинской Богоматери находится в правом киоте соборного храма. Согласно преданию, 17 февраля 1876 года икона начала источать слезы. Русский царь Александр II, которому стало известно о чудодейственных свойствах иконы, взял ее на фронт русско-турецкой войны.
Приложившись к святыням, мы побеседовали с настоятелем скита, архимандритом Иакимом, и узнали, что в скиту подвязаются 15 монахов. Далее наш путь лежал в монастырь Ставроникита. Это, пожалуй, самый небольшой из 2 десятков афонских монастырей, но очень уютный и красивый. Свое название монастырь получил от предания о том, что на его месте когда-то жил отшельник Никита, который делал кресты. Ставроникита значит «крест Никиты». Но сам монастырь был основан константинопольским патриархом Иеремием I в 1553 году по случаю обретения иконы святителя Николая и освящен в честь святителя Христова. Монастырь находится на высокой обрывистой скале, откуда открывается чудесный вид на северо-восточное побережье Афона. Скит Святой Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, древнейший, основан в XIV веке и крупнейший на Святой горе. В административном отношении он подчиняется Великой Лавре. Он известен строгостью своего устава. Монахи не спят ночью перед причастием, не выезжают в мир в Великий пост, иеромонахи не служат за пределами Афона. И тем, что отсюда вышел целый сон новомучеников, пострадавших за Христа во время турецкого владычества. Главная святыня скита – бережно сохраняемая стопа праведной Анны. Церковь была построена стараниями Вселенского патриарха Дионисия III. В 1752 году церковь была отреставрирована стараниями старца Филофея Пелопонесского, а в 1757 году храм был расписан известными иконописцами Филофеем и Афанасием. Пешком вдоль морского побережья мы добрались до монастыря Святого Павла. Монастырь Святого Павла – один из афонских монастырей,
занимающий в святогорской иерархии 14 место. Основан в X веке святым Павлом из Ксеропотама, сыном императора Михаила I. Соборный храм Сретения Господня построен вновь в 1844 году. В числе святынь, к которым по обычаю афонских монастырей мы приложились после вечернего богослужения, особенно замечательны икона Божией Матери, принадлежавшая Феофилу иконоборцу. Эту икону иконоборец в неистовстве своем бросил в огонь, но она не сгорела. Два креста из животворящего древа креста Господня, на престольный большой деревянный крест, принадлежавший Константину Великому, и часть злата, Ливана и Смирны, принесенных волхвами в дар Вифлеемскому Богу-младенцу Господу Иисусу. Утром следующего дня мы посетили келью, в которой подвязался наш великий соотечественник, автор известной во всем мире книги о преподобном Силуане Афонском, схиархимандрит Сафроний Сахаров, в бытность свою духовником монастыря святого Павла. Снова и снова, всматриваясь в вершину святой Афонской горы, мы продолжили свой путь теперь к монастырю Симона Петра. Монастырь был основан преподобным Симоном около 1257 года. Живя отшельником в этих местах, на протяжении 2 лет он видел необыкновенно яркую звезду над краем скалы. Звезда то сияла, то исчезала, и он чувствовал, что таким образом Господь повелевает ему построить на этом месте монастырь. Святость Симона была известна всем. Он пользовался большим уважением, поэтому многие иноки добровольно вызвались работать с ним. Началось строительство, и по мере того, как оно подвигалось к краю скалы, братьям становилось все труднее выносить такую головокружительную высоту, поэтому пришлось остановить работы. Как-то святой Симон попросил своего келейника Исаю отнести работникам вина, но на пути Исайя сам оступился и сорвался со скалы. Святой Симон, стоя неподалеку, воззвал к Богородице и, скорбя, просил братьев спуститься вниз и принести тело своего верного помощника. Каково же было их удивление,
когда Исаия вернулся живым и невредимым, даже не пролив вина из кувшина. Этот чудесный случай вдохновил работников, и они успешно закончили строительство. С тех пор это место называется Симона-Петр, камень Симона, в память о твердой как камень вере его основателя. Появление звезды, ставшей для святого Симона знаком воли Божией, навело его на мысль осветить монастырь в честь Рождества Христова и назвать обитель Новым Вифлеемом. Здесь нам посчастливилось помолиться и приложиться к великим святыням монастыря, десной руки святой равноапостольной Марии Магдалины, частицы древа животворящего креста Господня и другим многочисленным святыням монастыря Симона Петра. Следующим на нашем пути был прославленный Иверский монастырь. В Параклисе, часовне Панагии Партатисы, мы совершили поклонение перед чудотворной Иверской иконой Матери Божией. Очень сложно передать то волнение, которое переживает, наверное, каждый паломник, когда, преклонив колено, смиренно возносит молитвы перед образом Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас. Невдалеке от монастыря, на морском берегу, сохранился чудотворный источник, открывшийся в момент вступления на Афонскую землю Богородицы. Это место зовется Климентова пристань. Именно на этом месте было явление Иверской иконы Божией Матери. Очередной день пребывания на Афоне заканчивался. Нам надлежало достичь великой лавры Афанасия Афонского, где мы предполагали остаться на ночлег. К великому нашему сожалению, на вечернее богослужение мы опоздали, но как раз поспели к вечерней трапезе, после которой в соборном храме Великой Лавры поклонились святыням монастыря. Вечером в паломнической гостинице мы долго не могли уснуть, размышляя о восхождении на Святую Гору. И вот, по окончании божественной литургии в лавре Афанасия Великого, мы решительно вступили на тропу, ведущую ко Святой Афонской горе. От Великой Лавры надо было преодолеть примерно 20 километров. Перепад высот на этом участке пути незначителен, а посему шли мы достаточно быстро, иногда останавливаясь у многочисленных источников, дабы пополнить запас питьевой воды.
каменистая тропа, ведущая ко Святой горе, была достаточно узкой. Каждый шаг надо было делать с большой осторожностью, чтобы не подвернуть ногу. Порой перехватывало дыхание. Тяжелые рюкзаки сдерживали наше желание поскорее преодолеть путь к вершине. Южное солнце сопровождало нас жаркими лучами. Горная тропа становилась все круче и круче. Камни под ногами требовали постоянного внимания. Скорость восхождения замедлилась, но если идти, то идти до конца. И вот она, ни с чем не сравненная радость. Цель нашего путешествия достигнута. Мы на Святой Афонской горе. Не сговариваясь, мы стали громогласно восклицать на все 4 стороны света: «Христос воскресе!» И сами же также громогласно отвечали на пасхальное приветствие: «Воистину воскресе!» Поразительно, но свинцовая усталость, которая еще 10 минут назад отягчала каждый шаг, моментально растворилась в окрыляющей радости достижения цели. Незабываемый вид на Афонский полуостров, рядом церковь Преображения Господня, где мы в великой благодарности ко Господу за Его благодеяние вознесли молитвы о наших усопших друзьях-музыкантах. В своей книге о божественных тайнах и о духовной жизни преподобный Исаак Сирин свидетельствует: «Кратко время жизни нашей, и долог, и труден наш подвиг, но благо, обещанные нам, невыразимы. Если Бог есть поистине Отец, который породил все благодатью, если дети Его разумны, а мир сей есть образ школы, где Он учит детей знанию и исправляет их глупости, и если будущий век есть наследие для времени полного возраста, то настанет время, когда эти младенцы станут взрослыми людьми». Каков он мир иной? Как сопоставить время и вечность? Что лично мы привнесем в жизнь будущего века? Великий святой нашего времени, преподобный Силуан Афонский, считал,
что надо надеяться на спасение всех людей. Мы должны иметь только эту мысль, чтобы все спаслись.
Аж страшно. Что здесь происходит? Немедля камера, немедля.